Попробуем рассказать вам как можно больше информации, представление о которой поможет вам лучше понимать сборки оружия в игре Warframe. Некоторые примеры будем рассматривать, показывая их на сайте warframe-damage.com, ссылка в описании под роликом. Попробуем начать с классификации оружия. Все моды на оружие привязаны к определенному его виду или подвиду. Оружие делится на основное, вторичное и ближний бой, арчвинг оружия не рассматриваем. Подвиды основного оружия могут быть, например, автоматами, с различными режимами стрельбы, такими как автоматический, полуавтоматический, стрельба очередями, аутоспул, при котором темп стрельбы постепенно увеличивается по мере удержания кнопки огня, дуплекс, стреляющий одним патроном при нажатии кнопки огня и вторым при ее отпускании, холд, удержание, стреляет непрерывным лучом, зарядка, которая усиливает урон, пока удерживается кнопка огня, и производит выстрел при ее отпускании, и некоторыми другими, луками, снайперскими винтовками, дробовиками, ракетными установками и другими. Пример, как классифицируются классы оружия, это, например, снайперские винтовки, которые относятся к винтовкам, относящихся к основному оружию. Моды с тегом основное подходят ко всем потомкам этой ветви, в том числе к винтовкам и снайперским винтовкам. И наоборот, если тег мода снайперская винтовка, то он будет подходить только к снайперским винтовкам, а не к винтовкам и прочему основному оружию. Некоторые моды бывают представлены в нескольких вариантах, которые нельзя устанавливать одновременно. У модов есть теги несовместимости. Например, нельзя установить одновременно мод зазубренный и зазубренный амальгама. Бывают виды, которые номинально выделены в отдельный подвид, например, арбалеты, но тем не менее не имеют собственных модов. Может, добавят в будущем. Арбалеты отличаются от луков тем, что у луков магазин всегда из одного стрелы, и стрела берется не из магазина, а из общего запаса стрел, в то время как арбалеты имеют магазин из арбалетных болтов. Оружие ближнего боя разделяется на различные виды, некоторые из которых имеют свои специфические режимы нанесения урона. Например, есть классическое оружие типа молоты, никоны, метательные глефы, ганблейды, которые могут стрелять альтернативной атакой. У каждого вида оружия ближнего боя есть специфические моды, которые называются стойки, которые содержат в себе набор различных комбо-ударов, с различной анимацией и различным временем анимации, которые оказывают сильное влияние на ваш урон. При выполнении комбо в нем может быть несколько раздельных ударов, каждый из которых может иметь свой собственный множитель урона и может применить какой-нибудь эффект, например, наложить статусный эффект разреза, поднять врага в воздух и тому подобное. Следует выбирать стойку и комбо в ней с учетом ее времени анимации, чем меньше, тем лучше, и с учетом присутствия больших множителей урона. Некоторые комбо-атаки могут в процессе нанесения ударов попадать в голову противника, и это тоже может быть их положительной особенностью. Что влияет на ваш урон в секунду, ДПС? Первая его составляющая – это, конечно, сам урон оружия, которое оно наносит за один выстрел, удар. Вторая составляющая – это количество этих выстрелов. Чем чаще вы их наносите, тем больше урона вы нанесете за одно и то же время. Эта составляющая повышается модами, увеличивающими скорострельность или скорость атаки для оружия ближнего боя. Третья составляющая – это та часть, которая мешает этому процессу осуществляться, различные задержки, например, время перезарядки, время подготовки удара или время зарядки выстрела. Сократив задержки, вы также повысите свой урон в секунду. Четвертой частью можно считать количество задеваемых противников за один выстрел, удар, к этому мы вернемся немного позже. Хоть скорострельность и напрямую влияет на ДПС, ставить или не ставить моды, которые ее повышают, зависит от многих факторов. Если у оружия всего 3 патрона, скорее всего нет смысла пытаться их быстро потратить, и наоборот, если у оружия магазин на 200 патронов, не сильно страшно их потерять, и можно увеличивать скорострельность. Моды на повышение скорострельности также ускоряют время зарядки выстрела, и это существенно повышает удобство использования такого оружия. Увеличение скорострельности также влияет на точность оружия и его отдачу. Повышение точности и уменьшение отдачи само собой влияют на ваш урон, но их сложно учесть в расчете. У оружия ближнего боя моды, повышающие скорость атаки, являются множителями скорости анимации стойки, если ее нет. Есть встроенная стойка по умолчанию, и указанное в арсенале число не является скоростью атаки в секунду,
особенно принимая во внимание, что в комбо-атаке может быть разное количество ударов. Рассмотрим характеристики оружия, связанные с патронами. 1. Время перезарядки параметр, который существенно влияет на вашу возможность наносить урон. Если оно большое, его лучше уменьшать. 2. Эффективность боеприпасов. Это важный параметр, который позволяет экономить боеприпасы, не расходуя патроны при стрельбе. Если данный параметр присутствует, рассчитывается количество сделанных выстрелов, после которого потратится 1 единица реальных боеприпасов. Количество выстрелов на единицу расхода боеприпасов равно 1. 1. Бонус эффективности боеприпасов. Данный параметр позволяет реже перезаряжаться и тратить на нее время. 3. У оружия существует такой параметр, как затраты боеприпасов на один выстрел. В обычном оружии он равен 1. Но некоторое оружие может тратить, например, по 20 патронов за один выстрел, и даже может потратить весь магазин за один выстрел. Потоковое оружие обычно тратит всего 0,5 боеприпаса за один выстрел. Чем больше трата патронов, тем чаще вам приходится перезаряжаться, и ускорение времени перезарядки становится актуальным. Этот параметр в данный момент ничем изменить нельзя. 4. Размер магазина. Чем больше магазин в оружии, тем реже его нужно будет перезаряжать и тратить время на перезарядку. У оружия в инкарнон форме на размер магазина не влияют моды, изменяющие размер, он заранее определенный и отличается от обычной формы. У луков магазина отсутствует, у них стрелы берутся из общего запаса патронов. 5. Общий запас патронов с собой моды, повышающие общий запас, иногда стоит ставить, если оружие имеет очень мало патронов. Впрочем, небольшое количество патронов можно компенсировать их восполнением. Существуют различные виды мутаторов, помогающих пополнить запас патронов. Мутаторы преобразуют ненужные вам виды патронов в какой-то нужный вид. Различное оружие при подборе боеприпасов пополняет магазин на разные значения. 6. Существуют моды, влияющие на первый или последний выстрел в магазине оружия. Если это мод на увеличение урона, то он применяется как множитель к вашему урону. 7. У батарейного оружия собственный расчет цикла перезарядки батареи. Емкость магазина в таком оружии влияет на время, необходимое для полного восстановления батареи. Скорость перезарядки влияет только на задержку перезарядки, а сама скорость перезарядки остается неизменна. Будем продолжать рассматривать составляющие части, из которых получается урон оружия. На первом месте по простоте получения и силе эффекта для повышения общего урона стоит мультивыстрел. Мультивыстрел – это отдельный экземпляр нашей пули из оружия, который с определенным шансом может добавиться к нашему основному выстрелу. Можно представить это на примере дробовика. Если у него вылетает 10 дробинок за один выстрел, то это мультивыстрел равный 10. У автомата с мультивыстрелом 2 вылетит 2 пули, а не 1. Эти экземпляры пуль не потребляют патроны из магазина, шанс статуса и критического попадания для них считаются для каждого отдельно. По сути, ваш урон увеличивается кратно значению мультивыстрела. Для некоторых попаданий он отключен, например, для ААО эффектов атак. Для некоторого метательного оружия ближнего боя при желании можно использовать мультивыстрел от фрейма Октавии, что будет увеличивать число снарядов. Для оружия ближнего боя нет модов на мультивыстрел, но есть похожий слабый аналог, работающий с условием мистификатор двойной удар. Для существенного увеличения урона, надо упомянуть эффекты скиллов варфреймов, которые добавляют дополнительный экземпляр урона с определенными характеристиками. Лучше всего выбрать варфрейма с 2-3 скиллами, в том числе и привитыми, повышающими урон оружия. У некоторых варфреймов будут нюансы. Например, какие-то усиливают вторичное оружие, другие могут усиливать только оружие ближнего боя и тому подобное. Некоторые скиллы, например, шепот ксёта или токсичный хлыст, добавляют дополнительный урон в процентах от нашего изначального урона, и на который некоторые модификаторы действуют не один раз, так как действуют сначала на наш изначальный урон, а затем еще раз повышают его, применяясь к дополнительному экземпляру урона. В игре урон оружия разделен на различные типы урона. Каждый выстрел из оружия состоит из, возможно, нескольких составляющих разного типа. Например, если взять автомат, у него скорее всего будут присутствовать третьего типа урона: удар, пронзание и разрез. Это физические типы урона. Есть элементальные типы урона: огонь, холод, токсин и электричество.
Есть комбинированные типы урона, которые образуются при смешивании элементальных типов, такие как коррозия, газ, вирус, взрыв, магнит, радиация. Также есть типы урона, не попадающие в эти категории: бездна, тау, добивающий, рёгдал нескольких видов, некоторые уникальные статусные эффекты у оружия. У каждого врага обычно есть сопротивление или уязвимости к определенным типам урона. В данный момент их значения всегда равны 50% в каждую сторону. Если у врага уязвимость к определенному типу урона, а в вашем оружии присутствует не только данный тип, то на 50% увеличивается, уменьшается только та часть урона, к которому есть уязвимость, сопротивление, а не сумма всех типов урона оружия. Элементальные моды добавляют свой урон как множитель к изначальному базовому урону оружия, и при добавлении добавляют свой тип урона к оружию, даже если такого типа урона в нем не было. Если в оружии уже присутствует элементальный урон, то добавится комбинированный тип урона. Физические типы урона нельзя добавить модами, если их изначально нет в оружии, и они добавляют урон как множитель, но не ко всему общему урону, а только к той физической его части, на которую распространяется мод. Если в оружии есть базовый комбинированный тип урона, то он не смешивается с добавленными элементальными модами. Только такой же комбинированный тип сложится с таким же комбинированным типом. Существуют еще некоторые правила смешивания, о которых лучше прочитать на Википедии. Например, элемент личи считается как последний в списке для комбинаций. Если в моде разлома есть несколько элементов, то они учитываются от последнего к первому, а не от первого к последнему и так далее. Теперь, когда мы понимаем, что у оружия есть различные типы урона, мы можем перейти к пониманию, что практически у каждого типа урона есть свой эффект, который может сработать с определенным шансом. Это так называемый статусный эффект. Что именно делает статусный эффект конкретного типа урона, лучше ознакомиться на Википедии, лишь разберем общие нюансы. Условно можно разделить все статусные эффекты на два типа: это эффекты, которые что-то изменяют как бафы, и эффекты, которые наносят прямой урон с течением времени, дат-эффект. Иногда они могут делать и то, и другое. Еще проясним вот что: в оружии обычно написан общий шанс на срабатывание статусного эффекта, например 60%. Но если в оружии несколько типов урона, то чей же именно эффект сработает? В этом случае общий шанс статуса распределяется между всеми типами урона, которые есть в оружии по принципу: чем больше его вес, фактическая величина конкретного типа урона, какого-то типа, тем больше шанс, что сработает именно он. Например, для оружия, имеющего 70 разреза, 30 пронзания и 20 огня, вероятность, что сработает пронзание, равна 25%. Если общий шанс статуса превышает 100%, появляется дополнительный шанс, что сработает не один, а уже несколько статусных эффекта одновременно. Если шанс статуса равен 200%, это означает гарантированное срабатывание двух статусных эффектов одновременно. Если тип урона в оружии всего один, например, огонь, то при срабатывании добавится не один, а несколько тиков данного статусного эффекта. Иногда стоит пойти на хитрость, чтобы достичь оптимального соотношения шансов срабатывания. Можно использовать не до конца прокачанные моды, которые дают меньше ненужного вам типа урона, чтобы был больше шанс, что сработает другой, более нужный. Существует оружие, а также скиллы фреймов, в некоторых атаках которого добавлено гарантированное срабатывание определенного статусного эффекта при попадании. Например, подрыв глефы в воздухе в зависимости от конкретного вида глефы может накладывать при подрыве статусные эффекты токсина, электричества, разреза, удара, вируса. На этом эффекте можно построить основную идею сборки, чтобы усилить этот гарантированный статусный эффект. Как пример, также существует оружие, накладывающее гарантированный эффект удара при стрельбе на близком расстоянии, например фульмин, который может синергировать с модами, накладывающими статусный эффект разреза, при сработавшем статусе удара. Также в определенных комбинациях в стойках для оружия ближнего боя часто добавлены гарантированные статусные эффекты разреза, удара, ригдала и тому подобное. Существуют моды, усиливающие урон статусных эффектов, они работают как множитель к итоговому урону дат-эффекта. Статусные эффекты, не наносящие дат-урон, никак не усиливаются. Моды на урон статусных эффектов, общие и на конкретный тип урона, обычно складываются между собой, например, общий урон статусов плюс урон статуса токсина.
У статусных эффектов есть параметр длительность статусного эффекта. Если длительность отрицательная, например, созданная с помощью мода разлома, то основная часть полезных действий от статусного эффекта не будет работать. Полезные бафы и дат урон, некоторая часть у некоторых статусных эффектов может работать, например, у взрыва. Повышать длительность эффектов чаще всего нет смысла, только если вы планируете использовать скилл типа ускоренное страдание или рассчитаете свой урон так, что они умрут, но через какое-то продолжительное время. У статусных эффектов есть параметр максимально возможное количество стаков данного эффекта. Некоторые статусы могут суммироваться условно бесконечно, вроде огня. У большинства это количество ограничено. Для некоторых статусных эффектов, например коррозии, есть возможность увеличить максимальный лимит стаков с помощью осколков на стаки на коррозию. У некоторых врагов существует дополнительное ограничение на максимальное количество стаков статусного эффекта, например, у акалитов. У врагов обычно ограничивается количество стаков всех возможных статусных эффектов сразу, например, до макс 4 каждого вида. Осколки на коррозию в данном случае повышают это ограничение сверх вражеского лимита. Подобное ограничение у врагов сильно влияет в худшую сторону на ДПС оружия, полагающегося на множество стаков от какого-либо дат-эффекта. Бывают противники, полностью иммунные к статусным эффектам, Волк Сатурна, либо полностью иммунные к какому-то конкретному эффекту, например, некоторые крушители к статусному эффекту вируса. Если враг обладает большим количеством здоровья, следует задуматься над использованием статусного эффекта вируса на враге, который существенно, множитель урона в 325%, увеличивает урон по здоровью и броне. Если ваша скорость убийства мобов относительно небольшая и позволяет использовать внешний источник для наложения статусного эффекта вируса, можно использовать для этого пассивно, например, оружие стража. Можно наносить этот статус отдельно с другого вашего оружия. Можно использовать привитую способность Гренделя подпитка, которая добавляет тип урона вирус в ваше оружие и не тратит для этого лишних слотов под моды. Статусный эффект магнита аналогичным образом является множителем урона по щитам и сверхзащите. На оружии с хорошим шансом наложения статусных эффектов можно использовать один из дат статусных эффектов – огонь, токсин, электрический урон. Дат огня, токсина и электричество умножают свой урон на соответствующее значение элементальных модов в оружии, поэтому если вы хотите усилить соответствующий тип дат, добавляйте соответствующие элементальные моды в сборку. Дата-эффект разреза позволяет наносить урон в обход брони противника, что позволяет не заботиться об ее снятии. Однако обладает меньшей зависимостью урона от базового урона оружия 35%, в то время как огонь, токсин, электрический урон 50%. Моды, повышающие физический тип урона разреза, не влияют на урон его статусного эффекта. Дат урон газа и взрыва наносит АО-эффект, но не усиливается от элементных некомбинированных модов в оружии, но все еще усиливаются модами, повышающими урон от статусных эффектов. Перейдем к следующему способу увеличить наш урон, критическому урону. У оружия есть шанс нанесения критического урона, и если этот шанс сработал, то весь его урон умножается на критический множитель оружия. Критический множитель не совсем такой, каким вы видите его в арсенале, и скрыто увеличивается от различных дополнительных условий. Первое, от чего он может увеличиться, это так называемый уровень крита, когда ваш шанс на критический удар превышает 100%, например, достигает 200%, 300% или выше, до бесконечности, каждые 100% шанса увеличивают уровень крита. Это не критический множитель, на 1. Каждый уровень крита затем по формуле увеличивает итоговый множитель критического урона. Если вы стреляете противнику в голову, критический множитель изменяется и рассчитывается по добавочной формуле. Если вы атакуете противника, не подозревающего о вашем присутствии, активируется урон от скрытых атак, их критический урон суммируется с критическим множителем оружия. Урон от оружия 1 плюс бонус урона в скрытности плюс множитель крита 1. Также надо знать о нескольких способах добавления шанса критического удара для расчета. 1. Основной способ добавления – это добавление, как у большинства модов, базовый шанс крита оружия 1 плюс бонус от мода 30%, 1 плюс 1,2 равно итоговый шанс 66% 2. Абсолютный бонус после итогового шанса.
Финальный расчет шанса крита, плюс абсолютный бонус в конце. То есть, если абсолютный бонус равен 45%, например, от мистического мстителя, 30%, 1 плюс 1,2, плюс 45 равно 111%. Даже если базовый шанс критического удара равен 0, то итоговый будет равен абсолютному бонусу. 3. Прибавка к базовому шансу критического удара. Обычно данное действие не сильно распространено и обычно доступно в инкарнон-перках. На нашем примере это выглядит как базовый шанс плюс значение прибавки, остальные множители, 30% плюс 10%, 1 плюс 1,2, равно итоговый шанс 88% 4. Можно упомянуть, что еще бывает множитель шанса крита к обычным модам. Базовый шанс оружия, 1 плюс бонус от мода. Множитель к модам, плюс абсолютный бонус у критического множителя. Также бывают его множители, например, при прохождении выстрела через скилл электрический щит, вольт, итоговый критический множитель умножится на 2. Раз мы упомянули множитель выстрела в голову, разберем и бонус урона по частям тел. Обычный множитель попадания в голову равен 3. Бывают противники, у которых отсутствует голова, или противники, у которых выстрел в голову имеет сниженный множитель 1 вместо 3. Множители остальных частей тел бывают различные на различных противниках. Урон от атак по площади имеют выключенный множитель выстрела в голову равный 1. Некоторое оружие имеет отключенный множитель выстрела в голову равный 1, например, Игнис, Арка Плазмор, при этом не являясь АО оружием. Некоторые бонусы от модификаторов к урону в голову способны увеличить сниженный множитель 1 по голове, до значения, например, 1,3. Перейдем к еще одному множителю вашего урона, бонусу урона по фракции. Его часто не любят использовать, чтобы его не менять, подстраиваясь под нужную фракцию. В данный момент он работает скрыто даже лучше, чем написано на моде, всегда усиливая урон дат статусов дважды, а в некоторых случаях и трижды. Скилл Рев, Рино, является универсальным под любую фракцию, фракционным модом складываясь с другими фракционными модами. Поэтому часто выгодно использовать его, не ставя фракционные моды в само оружие. Следует обратить внимание на другие множители урона, которые вы можете встретить. Каждый из них вносит существенный вклад в общий урон. Например, это выглядит как базовый урон оружия, критический множитель, фракционный множитель, множитель 1, множитель 2, множитель 3, множитель 4 и тому подобное. Одним из множителей является, например, скилл затмения, Мираж, некоторые инкарнон-перки, такие как плюс 2000% к урону, Летум, Фенмор, Филаркс моды, повышающие множитель удара по земле, причем эффект сатанира и сейсмической волны — это разные множители, и так далее. Не забываем, что у оружия ближнего боя у каждого удара стойки присутствует свой множитель конкретного удара, у некоторых ударов он может быть равен 1, то есть без множителя. У тяжелых атак обычно множитель повышен. Пока речь зашла об оружии ближнего боя, можно сказать пару слов об его параметрах. Обычно оно играется от двух типов ударов, тяжелые атаки и легкие атаки. Разные типы ударов могут использовать разные специфические моды. У некоторых видов оружия есть набор специфических модов, например, на метательное оружие, например, влияющих на количество отскоков. Время использования тяжелой атаки состоит из двух частей. Одна часть анимации называется время подготовки тяжелой атаки и ускоряется соответствующими модами, другая часть анимации ускоряется модами на скорость атаки. Специфические атаки, вроде тяжелой атаки, удара по земле, удара в подкате, если они не заменены уникальной атакой, всегда одинаковые для одного класса оружия и не различаются между разными модами стоек. При попадании по врагу легкими атаками, оружие накапливает комбо-счетчик за каждые 20 попаданий, в том числе, если одна атака попала по нескольким противникам, по противнику бонусный множитель комбо увеличивается на 1х до максимума в 12х, у Винки Прайм до 13. Тяжелые атаки расходуют комбо ближнего боя для умножения своего урона на счетчик комбо. Обычные атаки свой урон от него не меняют. При использовании тяжелой атаки, все комбо тратятся полностью. Для того, чтобы оно не тратилось полностью, существует параметр эффективность тяжелой атаки, который уменьшает затраты комбо на свой процент. Этот параметр не может превышать 90% эффективности. Также есть моды для возможности активации режима Тенакай, при активации которого можно использовать одну тяжелую атаку без затрат комбо.
Счетчик комбо также нужен для некоторых модов, в условии которых есть зависимость от количества текущего комбо счетчика. Теперь рассмотрим урон оружия как тип выстрела и его способность задевать не одного, а много противников. Выстрелы и эффекты выстрелов из оружия можно разделить на виды: 1. Хитскан 2. Проджектал, снаряд, 3. ААЙО урон по площади, 1. Хитскан – это система регистрации попаданий, в которой урон наносится мгновенно, если игра может провести прямую линию между источником и хитбоксом цели. Хитскан атаки обычно ограничены параметром максимальной дистанции. 2. Снаряды обычно имеют связанную с ними скорость и время полета с момента запуска. На снаряды влияют механики разброса, сквозного пробития и мультивыстрела. Снаряды могут двигаться по баллистической траектории, некоторые могут иметь рикошеты или могут иметь прилипание к поверхности. У снарядов может присутствовать снижение урона с расстоянием, которое пролетел снаряд, и у некоторого хитскан оружия, если у него указано значение снижения урона. У дробовиков это снижение может происходить довольно быстро, и урон на значительном расстоянии может быть сильно ниже изначального. При повышении скорости полета снаряда снижение урона происходит дальше, чем было бы при обычном полете. Также с увеличением скорости снаряды могут пролетать дальше своего обычного места окончания полета. У некоторого оружия попадания от снарядов могут умножать урон модов на базовый урон с модами на такой же базовый урон, но с условием урон за количество статусных эффектов на противнике. 3. Атаки по области ААО обычно являются вторичным эффектом от изначального попадания снаряда. На них обычно не действует мультивыстрел, но он действует на снаряд, который все еще может нанести несколько попаданий, каждый из которых вызовет свое ААО, так что это не сильно важно. У ААО попаданий отключен модификатор попадания в голову, наносит Х1 урон. Увеличение урона от модов, которые добавляют урон за количество наложенных на врага статусных эффектов, не работает на ААО попадания. Зоны действия ААО можно разделить по форме, например, сфера, цилиндр, конус. У ААО оружия есть параметр радиус взрыва. Также урон от взрыва снижается по мере их удаления от эпицентра. С модами, увеличивающими радиус взрыва, спад урона снижается, а также можно поразить большее количество врагов. Но лучше проверить, какое изначальное значение радиуса взрыва у оружия. Нет особого смысла усиливать изначальный радиус в 1 метре на 44%. Оружие непрерывного действия, луч, является хитскан оружием, у него нет спада урона. Но есть ограничение по дальности, которое можно увеличить модами на дальность луча. У него нет отдачи, но точность оружия может быть понижена, выражается в подергивании луча. Бонус от мультивыстрела не создает отдельных лучей, вместо этого он при срабатывании усиливает урон и шанс статусных эффектов основного луча на значение кратное мультивыстрелу. У лучевого оружия может быть несколько дополнительных механик нанесения урона. 1. Цепочка лучей. Луч может атаковать вторичные цели, разделяясь от первичной цели. Каждая последующая цель при перескоке будет получать меньше урона. Дальность перескока не зависит от длины луча. Дополнительные лучи не требуют затрат боеприпасов. Добавление лучу пронзания на вылет создает больше цепочек перескока лучей. 2. Разделенный луч, несколько лучей, которые потом сходятся в одну точку. 3. Самонаводящийся луч, луч, который автоматически находит цели вблизи прицела. 4. Конический луч, луч, распространяющийся в виде широкого конуса, как огнемет. У некоторого оружия на конце луча может присутствовать ААО-зона, которая может усиливаться модами на радиус взрыва. У оружия ближнего боя есть два параметра, влияющих на урон по нескольким целям: дальность замаха и продолжение урона с каждым последующим задетым врагом. Дальность показывает расстояние, на которое дотянется оружие в метрах. Зона поражения оружия ближнего боя имеет круглую форму. Параметр дальность отображает ее длину, а скрытый параметр радиус размаха – ее ширину. Продолжение урона показывает, какая доля урона наносится каждой последующей задетой цели за один удар. При продолжении урона равном 1, урон не уменьшается. Если значение меньше, то уменьшение урона рассчитывается по своей формуле. Для косвенного увеличения количества пораженных врагов можно использовать механику пронзания на вылет. Ее значение показывает расстояние сквозного пробития игрового объекта в метрах.
После пробития пуля может продолжать лететь дальше и может попадать во врагов, стоящих за изначальной целью. Некоторые виды оружия могут иметь бесконечное пронзание на вылет, но не любое такое пронзание одинаково работает с пронзанием тел врагов и пронзанием объектов. Может быть бесконечное пронзание только тел и ограниченное пронзание объектов. ААУ-эффекты выстрела чаще всего не обладают пронзанием на вылет. Для понимания расчета урона нельзя не упомянуть влияние на урон вражеской брони и уникального снижения урона. В данный момент вражеская броня ограничена максимальным значением в 2700, что соответствует 90% снижению урона от изначального попадания. В игре существует множество способов как снять броню, так и снизить ее количество. Также есть различия в снятии брони способностями и статусными эффектами. Эти значения не складываются, а перемножаются между собой. И в итоге нельзя достичь 100% снятия брони комбинированием этих двух способов. Проще всего снять броню способностью фрейма. Лучше всего сразу на 100% величину и в большой зоне. Статусные эффекты огня и коррозии также могут снимать броню. Огонь снижает броню до 50% после 2 секунд действия и коррозия при 10 стаках на 80%, при увеличении количества максимальных стаков до 100%. Аура-коррозийный выброс будет применяться как множитель к оставшемуся значению брони. Значение брони не влияет на урон по щитам и сверхзащите. У некоторых врагов есть уникальный расчет снижения урона, не зависящий от брони. Обычно уникальное снижение урона масштабируется на основе среднего урона в секунду, ДПС, оружия с учетом различных его модификаторов вроде мультивыстрела, критического попадания и скорострельности. У некоторых врагов формула снижения включает в себя лимит на максимально возможный разовый урон и лимит на максимально возможный урон, нанесенный за какое-то время. В дополнение к этому, и этот урон может снижаться с течением времени. Этот модификатор снижения урона применяется в дополнение к снижению урона от брони. Также, у некоторых врагов бывает невычисляемое, заданное, дополнительное ко всем прочим снижение урона. Все различные источники снижения урона последовательно применяются к итоговому урону. Каждый источник снижения урона умножает итоговый урон на свой понижающий коэффициент. Стоит упомянуть модификаторы, зависящие от силы способностей, и оружия, изменяющие свои характеристики от нее. Большинство возвышенного оружия умножает свой базовый урон на силу способности. Если значение силы меньше 100, это понижает урон. Существуют различные аугменты для фреймов, например, добавляющие стихийный урон, которые также умножают свои базовые характеристики на силу способности. Для невозвышенного оружия существуют так называемые моды разлома, характеристики которых вы можете изменить случайным образом. У модов разлома есть параметр синергия мода, который представляет из себя множитель его характеристик на значение синергии. Значение синергии для каждого оружия в свою очередь задают разработчики игры по своему усмотрению. Если синергия вашего оружия минимальная, установка такого мода разлома скорее всего не сделает вашему оружию лучше, выгоднее, чтобы на его месте был другой более полезный мод. Характеристики, получившиеся на моде разлома, могут быть нескольких типов: А. 2 положительных параметра, Б. 2 положительных параметра и 1 отрицательный, 3 положительных параметра, Г. 3 положительных параметра и 1 отрицательный. При наличии отрицательного параметра в моде, его положительные характеристики будут с повышенными значениями. В идеале вы должны получить на одном моде разлома 3 полезных параметра и 1 безвредный негативный. Если вы хотите максимизировать на вашем оружии в первую очередь урон, а не удобство, старайтесь подобрать на моде разлома такой параметр, который даст наибольшую прибавку к урону, например, мультивыстрел. Во вторую очередь просто сильные параметры, например, урон по фракции, шанс критического удара, критический множитель, скорострельность. Шанс статуса не самый плохой вариант на потоковом оружии. Прибавка к базовому урону хуже не сделает, но обычно ее и так хватает в оружии и лучше получить что-то другое. Также полезны менее очевидные свойства увеличения радиуса ближнего боя, пронзания на вылет, скорость перезарядки, размер магазина, уменьшение отдачи. Для оружия, используемого с тяжелой атакой, увеличение стартового счетчика комбо. Чаще всего присутствие элементального урона в моде разлома портит сборку, и в основном там нежелательно. Однако иногда можно постараться получить элементальный урон, которого не хватает в вашем билде, чтобы освободить место за его счет. Иногда нужен дополнительный элементальный урон,
который уже есть в билде, чтобы максимизировать дат урон от статуса огня, токсина или электричества.